Друзья, всем привет! Перед началом выпуска я хотел бы попросить каждого из вас перейти, подписаться на наши социальные сети, чтобы мы в случае чего могли оставаться с вами на связи. У нас есть телеграм-канал, который мы завели. Вот здесь он будет на экране, он будет в описании. Мы там общаемся на разные темы, дурачимся. В общем, это такая у меня, можно сказать, отдушина. Также у нас есть ВКонтакте, где мы сейчас ведем его по типу Инстаграма, где я выкладываю посты с размышлениями, выкладываю сторис туда. И у нас есть Яндекс.Дзен, площадка, это на случай, если там не будет Ютуба, мы будем дублировать ролики туда. Но Ютуб это все равно будет нашей основной площадкой. Даже если что-то случится, друзья, все знаете про VPN. И для тех, кто не знает, можете загуглить, почитать, что это такое, и скачать на ваше устройство и на компьютер, чтобы, также оставаться всегда на связи. В общем, я думаю, на этом все. Перейдем к самому выпуску, друзья. Сегодня вы увидите продолжение истории про многодетную семью, с которой мы познакомились случайно. Мы увидели, я уже рассказывал в сторис моего нашего знакомого, как они привозили простые какие-то подарки многодетной семьи, и эти дети невероятно радовались и были благодарны этому. Нам захотелось с ними познакомиться. Мы приехали, узнали их историю. Мы оставим в описании ссылку на этот выпуск, чтобы вы перешли, посмотрели, ознакомились, узнали их поближе. Я думаю, многим из вас станет понятно, что происходит с этой семьей. После общения, после знакомства мы поняли, насколько добрые, милые и невероятные эти дети, каждый уникален по-своему, каждый свой характер. Нам захотелось сделать им подарок и сделать ремонт в их детской комнате. Потом мы узнали, что у них проводка на грани возгорания. Мы приняли решение, что нужно ее менять. Мы ее заменили. Можете посмотреть тоже предыдущий выпуск, что у нас там получилось. И мы были спокойны, что, по крайней мере, ничего такого теперь трагичного в этой семье, в плане проводки точно не должно случиться. Сейчас, прежде чем детскую комнату сделать, мы хотим все равно, то есть детская комната, да, она будет круто смотреться, она будет сделана в современном стиле, будет казаться, как будто дети находятся в квартире. Но при этом, выходя из детской комнаты, они будут видеть эти старые стены, там полуободранные, обвалившиеся. Мы решили, что Николай полностью подготавливает все комнаты, там убирает то, что лишнее, там снимается, отколупывается, подготавливает. Мы уже приезжаем, и это стоит адекватных денег, чтобы поклеить обои, покрасить стены, побелить потолок. Не так сложно, и мы бы хотели, чтобы их комнаты остальные тоже преобразились, чтобы дети точно чувствовали себя уютно и комфортно в их собственном доме. Это все будет в сегодняшнем выпуске. Плюс у нас будет секретный гость на канале, который, наверное, вы по превью уже поняли, кто это будет. Вы узнаете, как у этого человека дела. Увидите, как человек этот, во-первых, повзрослел и изменился. Думаю, вам будет всем интересно посмотреть. В общем, не забудьте подписаться на наши социальные сети. Они все будут в описании, на экране и в течение ролика, чтобы мы тоже были, в общем, на связи. Мы вам всем желаем приятного просмотра. Ролик, я уверен, что при просмотре вы будете испытывать очень много положительных эмоций. И прямо сейчас мы начинаем. Мы тут уже вовсю закупаемся, я забыл немного поснимать. Как обычно, если мы чем-то начинаем заниматься, то стараемся делать это по максимуму, по полной. В итоге решили взять полностью все потолочные плинтуса на 3 комнаты, клей для них. Здесь у нас плинтуса для пола на 3 комнаты. Обои, это мы выбрали в зал, это на кухню. В общем, здесь соединители, клей. Вот, сейчас еще нужно краску взять на кухню, выбрать, в общем, очень много-много всего. Мы сейчас все набираем, сегодня это все полежит в машине, а завтра уже утром мы отправляемся до них и будем все делать. Может быть, с нами поедет еще один герой нашего канала, будет нам помогать, но об этом вы узнаете чуть позже. Выбрали уже краску. Сейчас покажем цвет, который тоже выбрали. Решили исходить из плинтусов напольных. Они искали, я спросил, какой цвет они хотели. Они искали, бежевый. Мне тоже нравится. Получается, вот такой у нас плинтус. И краску мы выбрали вот такую. Плюс-минус она подходит. Еще нам нужен малярный скотч, чтобы мы потолочные плинтуса могли это закрепить, чтобы они у нас, если что, не отвалились. Сказали, что этого нам на все 3 комнаты должно хватить. Интересно будет посмотреть, как тяжело, как это все будет выглядеть. Просто сначала нужно будет прогрунтовать все стены, потом их покрасить, и все на 2 раза, потолок на 2 раза, и стены, чтобы прям, краска хорошо легла. Из-за того, что качество стен, сами видели, там оставляет желать лучшего,
И это все там обшивать гипсокартоном, это, ну, это можно было делать, во-первых, это съело пространство, ну, и это сильно дорого. Что-то это же гипсокартон, это профиль, это шпаклевать, это, ну, в общем, это сразу там X, не знаю, 5, наверное, чем купить просто банку краски, да, либо обои. Вот, но опять же, если ты покупаешь обои, да, приходится брать и напольные плинтуса, и потолочные плинтуса. Все равно что-то заодно цепляешь, начинаешь делать, и оно все влазит, и второе, и третье. В любом случае, я думаю, будет гораздо лучше, чем есть сейчас. Осталось взять саморезы и еще герметик потолочный для плинтуса. Ну, стыки, получается, скрывать. Перчатки, чтобы не замазаться. Фартуки одноразовые. Здесь набор для поклейки обоев. Почти весь комплект у нас есть. Все добираем и идем на кассу. Запаковали 3 плинтуса. Вот, здесь запаковали, это потолочные плинтусов 3 разных. На этом все, мы все закупили, все нормально. И, друзья, увидимся с вами через 1 кадр уже в доме Елены. Привет! С той стороны садись. Так, а вот пришел и тот самый человек, кто вызвался помочь нам в небольшом ремонте. Как настрой? Хороший. Нормально? Да. Как дела? Все в порядке. С учебой тоже все в порядке. Ну, я думаю, про эти моменты мы потом отдельно с Лизой поговорим. Вот, еще у нас, думаю, будет время. Вот, сейчас уже пора выдвигаться. Туда едет еще один человек, кто будет нам помогать там клеить обои и там красить. Лиз, скажи, почему ты, ну, решила там помочь, поехать вместе? Ну, потому что подумала, почему бы и нет. Хочется свою руку приложить, потому что вы много нам помогали, и хочется отплатиться тем же, и плюс и семье будет приятно. Да. Так, все, пристегивайся и едем. У нас впереди около часа дороги предстоит. Друзья, сейчас многие мне пишут в Телеграме и личные сообщения в ВК и спрашивают, что хотели бы потянуть или начать изучать английский язык, и пишут, что они помнят, что я говорил про какой-то сервис, и не могут вспомнить его и найти в наших выпусках. И я много раз вам говорил про Puzzle English, и еще раз с большим удовольствием про него расскажу, так как сам сейчас активно изучаю английский язык, и сами понимаете, что сейчас его знание как никогда актуально. Puzzle English — это сервис изучения английского языка, который совмещает в себе удобную платформу для занятий как самостоятельно, так и с преподавателем. У них для себя вы можете найти 10 различных тренажеров, которые помогут выучить новые слова и грамматику, и изучать понимание на слух, потренировать навык перевода и много всего другого. Все занятия построены в игровой форме. Можно смотреть клипы, читать книги или играть в игры. И делать все то же самое, что и обычно вы делаете, только теперь с пользой. И все эти упражнения и тренажеры входят в тариф премиум, который можно купить на месяц, год или 5 лет. Конечно же, самый выгодный — это тариф на 5 лет. Но также есть тариф и премиум ультра, который тоже дает возможность пользоваться всем функционалом сайта, но при этом доступ вы получаете навсегда. А еще к тарифу Ультра вы получаете в подарок 8 онлайн-уроков с преподавателем. Урок длится 25 минут и направлен на тренировку речи. Рекомендую попробовать каждому, и даже если вы только начинающий в английском, уже через несколько занятий вы почувствуете результат. Также вы можете вернуть 30% за обучение на Puzzle English. Для этого необходимо купить один из тарифов Ультра или премиум на 5 лет. И тариф Ультра сейчас можно купить по акции, по моему промокоду Медов. Он стоит всего 11 990 рублей. А премиум на 5 лет почти 5000. И затем усиленно и с интересом занимаетесь самостоятельно или с преподавателем. И когда почувствуете, что ваш уровень английского стал выше, то проходите Оксфордский тест. Он также идет в подарок к обоим тарифам. И если вы в тесте наберете 100 баллов или больше из 120 возможных, то 30% от оплаты тарифа вам вернут. Поэтому ссылку на Puzzle English я оставлю в описании. Скорее переходите и начинайте изучать английский вместе с Puzzle English.
Начинаем разгружаться, заносить всю эту красоту, которая скоро примет какой-то, да, определенный вид. Будет очень-очень красиво. Сейчас мы тебя нагрузим. Приехал так помогать по полной. Вот это в зал, а это на кухню. Взяли специально, чтобы они были вот такие, ну, пенистые, чтобы как раз все неровности, ну, оно по максимуму, насколько это возможно, должно скрыть. О! Ничего себе! Сейчас я вам кое-что покажу, что я заметил. Я думаю, вы, наверное, заметили, как я легко прошел. Привет! Как дела? Это Лиза, знакомьтесь. Начинаем все лишнее убирать. Вот это стол. Вот, освободим здесь для Андрея комнату. Он начнет уже делать здесь все. Там подшкурит, что здесь уже подвысохло. Начнет грунтовать. Там во всех остальных комнатах тоже сразу грунтовать будем. Дадим девочкам кисточки и поедем за шпаклевкой. Простуда, которая была, вы вылечились, вот, которая на днях мы приезжали, получше? Ну да. Сейчас зубы болят у вас. Поликлиники нет никакой? Есть. Сюда не обращались к стоматологам? Я боюсь зубных. Боитесь? Так сейчас же все под обезболивающим делается. Ой. Один раз ходил, лучше бы не ходил. Я боюсь их просто, вот и все. И поэтому просто терпите боль и все. Страх надо перебороть. Потому что если запустите, потом просто все зубы вырвут и все. Ну все, Андрей начал грунтовать потолок. В первую очередь, чтобы он высох, можно было сразу его покрасить, да, и уже приступить к обоям, чтобы время не терять. Че вы тут? Разговариваю. Они мне рисунки свои показали. А какие? Новые рисунки нарисовали. У меня такая идея классная появилась. Мгм. У меня дома много ватмана и красок. Мгм. Я когда в следующий раз сюда поеду, или мы с тобой сюда приедем, я Мгм. хочу девочкам отдать. Давай, круто. Это ты за сколько их нарисовала? За 2 дня, за вчера и позавчера. Прикольно, вообще молодцы. Но я надеюсь, вы уроки-то успеваете делать? Да, ну это да. То есть вы раньше, ну, мало рисовали, потому что не на чем было рисовать, можно сказать. И лень, да? Вот тут вот тоже начали делать, очень много все отколупалось. Сейчас поедем за штукатуркой, наверное, мешка 3 возьмем, чтобы здесь прям полностью вот эту всю стену заделать. Вот здесь вот буквально начало так шпателем проходить, кусочек задел, все, и оно просто там одно за одним начало отваливаться. Вот. Здесь сюда тоже очень много уйдет. А на этот угол решили, что, ну, может быть, наверное, его нет смысла как бы здесь заделывать, потому что, ну, вон оно вообще. Вообще жесть. На этот угол, скорее всего, просто мы сейчас обошьем. Вы когда планируете печку вот эту сносить? Весной только снег сойдет. То есть вы ее снесете, там нужно будет Стена остается. Ну, вот эту часть же все равно какая-то там уйдет. Ну, то есть обои, если что, хватит, чтобы дальше, ну, вам доклеить Да, вот да. этот кусочек. Я с ними вообще не могу общаться. У меня вот в окружении только мальчики, и все. Моего возраста. Я девочки. Я не знаю, у меня с ними не складывается вообще никак. Мальчики, которые меня окружают, мне классно, они меня прям поддерживают. И Игорь мне дал совет: не раскрывайся сразу перед людьми, а постепенно. И я до сих пор его слова помню и стараюсь этого придерживаться. Николай вот здесь обдирает потолок перед грунтовкой. И можно будет тут тоже начинать уже грунтовать. Обезболивающий дома есть какой-нибудь? Анальгин только. Ну, мы заедем тогда, нурофен возьмем. Сколько вот со стен повалилось, да? Да. Вообще прям. Каким качеством стен? Не было опыта. Если бы, ну вот, знали, что вот так оно будет, поехали бы. Ну, я как бы делал такое, но это такой дачи были такие. Да, Такое, да. в принципе, то что-то подобное было. Ну, то есть не пугает оно. Мы тут не говорили, что здесь все прям это, что евро много. Но опять же, ну, он Николай, прям он вообще, вот, чтобы вы понимали, тут вот все было вот такое, а он все вот это вот здесь вот, ну, снял. То есть, в принципе, ну, стены хорошо Николай подготовил в этой комнате. На самом деле, знаешь, круто, что они сестры, и как бы у каждого есть своя изюминка. Да, да. Прикольно. Ладно, мы сейчас поехали за материалами, приедем, и уже потом начнете нам помогать. Забор, да, тоже будет? Ну, будем, да, конечно, Это все когда будете делать? постепенно весной. А, так, а средства, До лета надо средства где брать на все это?
Отсюда копить будем с устройств. С устройства, да вы же столько не заработаете, чтобы там вам на Но весь она не ремонт. так- но он не так дорого стоит. Допустим, с одного аппарата можно купить одну трубу. Мгм. Потом с другого аппарата еще одну трубу. Вот таксист, который вот нам привозил шпаклевку, он тоже говорит, вот мне надо отремонтировать гнездо зарядки. С этого можно трубу купить, как бы с ремонтом. Ну, это не проблема. Просто опять же, вот там вот утеплять, там вообще все, ну, все холодное. Прям, ну, вот все, что до входной двери. Ну, Там да. на один утеплитель, я не знаю, на 1100 Ну, уйдет. Ну, 50 точно уйдет. Планов много, ну, вопрос в том, ну, что это, Опять же, это планов, не быстро. Планов, да, как бы много, вот как бы, да, то, что процесс не быстрый будет, это медленно все будет И происходить. средства на это же тоже нужны. Ну, это не да, маленькие потому что- средства. То, что там Сергей там или у Лены, у них средства все уходит на детей. И помимо того, что покушать, и одежду им охота, чтобы, ну, выглядеть красиво. Мгм. И там какие-то аппараты там к себе хотят тоже, чтобы, ну, не отличаться от ровесников, как бы, Мгм. своих. Ну, а сейчас какие-то накопления есть уже? Пока нету. Потому что мы Мгм. только начали. И вот В общем, сейчас только ожидаем, когда Потихоньку купят. начнете копить и, ну, все это, Да, все это делать. Вот люди все равно приходят, покупают устройство, а сейчас еще лето начнется, надо Да. разбирать будет только на ура. Да. Процесс не быстрый, дай бог, чтобы самое главное, что у вас сейчас появились планы. Потому что когда мы приезжали там с Еленой, с вами разговаривали, вы, ну, про это даже особо и не говорили. Нужно ведро для замешивания раствора. Позвонили Андрею, он во всем разбирается. Решили взять вот штукатурка Ротгер, гипсовая. Мешка 3, думаю, возьмем. Нам должно хватить. Вот написано, рекомендуемая толщина слоя при нанесении от 5 мм, то есть минимум слой 5 мм. У нас там везде, ну, больше гораздо. И предельная толщина, она не ограничена. Можно прям большими слоями все это делать. Я думал, они в тех коробочках, которые там на витрине. А тут прям огромные мешки. Стройматериала лишним никогда не бывает. Думаю, вы заметили, мы в прошлый раз здесь ходили вот так вот. А вы, получается, этот дом... Ой, ветки. А ребята молодцы, ну, убрали, получается, лишние ветки. Правда, не знаю, ну, почему до этого не делали. Может быть, просто, ну, у людей не было мотивации, они жили в своих проблемах, а сейчас у них жизнь закрутилась, завертелась, и ну, вот они начали сами какие-то шаги делать, потихонечку улучшать свою жизнь, и комнату там сами сейчас все это готовят. Мы, получается, просто помогаем, хотим побыстрее это сделать, чтобы мы уже могли перейти к детской комнате. К сожалению, сейчас вот Елена немножко болеет, там и зубами, вот то, что у нее проблемы, и там со всем остальным. Вот, ну, дай бог, потихонечку все хорошо будет. Ну что, готовы помогать? Да. Чего вы тут делаете? А мы разбираем постепенно вещи. Уроки там не поделаешь, ничего такого. Ребятишки отвлекаются, играют. Тут еще не прокрашено, а тут прокрашено на один раз. Будет на 2 раза делаться. Но уже белее, светлее стало. У Андрея есть инструмент, дрель с насадкой, чтобы мешать, чтобы быстрее. То Николай все палкой мешал, а тут есть инструменты, все это будет гораздо быстрее. Еле разобрался, как этот фартук одевается. Сейчас посмотрите, когда девочка будет одевать, конечно. Непривычно, необычно. Сегодня у нас будут поварские курсы. Мы будем готовить торт Наполеон. Записывайтесь. Да. Перчатки. Так, вот, наверное, Юле М-ку дать. Это большие. Я, в общем, взял, какие под рукой были. На тебе кисточку. Нет. Будете окна красить. Маша. И вам. Чик. Чик. Все, кипит полным ходом. Николай начал уже замазывать стену. Зашпаклюем вот эту, где печка, в общем. Конечно, они это будут разбирать весной, но опять же, когда это будет. Вот, и у них тут еще такой момент, мы просто были в шоке. Вот через какую-то из этих дырок, когда там горит уголь, видно пламя. Конечно, это, ну, полная жесть и не совсем безопасно. Ну что, готовы? Да. Ну все, можно начинать. Я думаю, вот это, наверное, тоже давайте закрасим с вами, чтобы тоже было белое. Прям сразу на сколько тонов это все отличается. Вообще. Разница вообще. У вас хорошо получается. Наверное, не первый раз красите.
Нет, Я видела, как Первый окна раз красят. красите? Да, я видела, как окна красят, как мама красила, но сама я никогда не красила окна вообще. Лиза пойдет показывать, что они там сделали. Мы покрасили окно, уже зачистили стекла. Сейчас мы нанесли первый слой и потом повторим, все выровняем. Мяу. Все, сейчас пойдем дальше работать. Кирилл, ты пойдешь красить? Мама сейчас не может готовить, потому что там же ремонт делается, и плитку все убрали. Ну, на чем готовить. Я сейчас давай тогда съезжу и куплю тебе пирожок какой-нибудь. Да? Будешь кушать? Какой любишь пирожок? С чем? с повидлой. С повидлой? А с мясом будешь? Ну, с мясом пирожок. Нет, тебе с мясом, да? Девочки докрасили окно. Получилось белоснежным. Это даже на один раз. То есть, чтобы вы понимали, покрасили. Потом, если краска у нас останется, ну, девочки еще на раз покрасят. Распределили, девочки будут красить этот дверной проем. А Лиза с Машей будут красить вот этот дверной проем. Николай тут уберет гвоздь, чтобы было безопасно. Скорее всего, точнее уже 100% за день мы это все не успеваем, потому что это все сейчас пока вот это все высохнет. Это только уже завтра это подшкурить, прогрунтовать, и уже там можно будет красить. В общем, а я пока поехал в магазин. Сейчас будем набирать всего подряд, чтобы ребятишки сейчас могли поесть вечером. Нам 8 сосисок в тесте, все пирожки с капустой, 4 пирожка с повидлом, пиццы тоже штук 5. Пицца есть? С повидлом штучек 5. Много вкусняшек разных. Берем лимонад и едем назад. Так, ребятня, кушать давайте. Здесь сосиски в тесте. Сосиски в тесте. Да. Пирожки. С повидлом есть пирожки даже, я взял тебе. Я хочу их. Все, всем приятного аппетита. Спасибо. Процентов, наверное, 20, я думаю, в этой комнате осталось. Самое сложное это было вот эту всю доделать. Это можно будет на кухню переходить. Здесь Андрей клеит потолочный плинтус. Это пока он их просто насаживает, а потом вот эти вот щели, они будут специальным герметиком замазываться, но он такой уже финишный. Вот, и будет совсем уже другой вид. Видишь, как сразу, да, насколько белым становится? Ну да. А у тебя вот на этой стороне осталось, ты переворачивай кисточку, перевернул и крась теперь другой стороной. О, видишь? Мне хорошо Еще получается. краска. Нравится красить? Да. Почти. Хоть мой первый раз, мне уже нравится. И мне. Еще потихоньку докрашивают. Молодцы парни. Я думаю, возникнут вопросы, ну, может быть, там у наших зрителей. По сути, там вот вон ту, да, комнату ушло. И на эту, ну, там, полмешка ушло практически на 1,5 комнаты, там, и на эту дырку. Почему раньше-то? Ну, вот, мешок, он же 250 рублей стоит. Можно было взять и вот так же заделать. Это не ко мне вопрос. Ну, я вообще прыгаю местами, поэтому одно дело, если бы я жил бы здесь, я даже прописан в другом месте. Так а как думаете, почему они не сделали? Это же, Ну, ну, она здесь, а он там. Придет 2 раза в месяц. Ну, наверное, ничего не сделает, правильно? Это не месяц, это не год назад, не 2 года назад. Это вот с того момента, как они сошли. Как они умерли, дом все хуже, 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 хуже. спасибо, что помог. Большой молодец. Парни, закончили. Можете посмотреть, какой неплохой результат, особенно для первого раза. Здесь тоже уже все подготовлено. Дверные проемы все прокрасили? Да. Ну тогда и окно можно и тоже еще на раз.
А мне она окна не забила. Ну они их красят, они сейчас быстренько все сделают. Мы потом Кирилл, Там краска останется еще, да, можете подкрасить. Юля, уже первую обоину приклеили. Ты видела? Какие окна белые. Вообще прям белоснежные. Просто посмотрите. Вообще на 2 раза прям очень круто получается. Первую обоину приклеили вам. Мы тоже хотим обои. Ну как? Ну, нам чисто. Чисто? Почти. У тебя с чистотой ассоциируются обои. Пока что выглядит странно, потому что там один кусочек. Ну вот уже представь, если все вот так вот будет. Трудно представить. Процесс пошел. Уже сейчас быстрее пойдет. Они метровые специально взяли, чтобы это сразу больше объем хватало. Вообще отлично. Нравится? Очень, очень красиво. Тут единственное, что видно, что стена, она просто чуть-чуть, Да, есть скос, такое, да. но мы, короче, заходили, когда материал покупали, то, что вы просили. Мгм. Я там видела эти обои для мальчиков, машинки. О, машинки. Это будет что? Вот будем комнату вам делать, и там наклеим. Нравится? Да? Я не верю. Думала ли когда-нибудь, что у вас так будет? Я думаю, что нам никто не будет не чинить ничего. И все. Мы будем жить в одном и том же доме. Так нравится? Да, вот так получше уже стало. Осталось самое сложное. Даже не то, что сложное, самое трудоемкое. На сегодняшний день осталось, наверное, треть еще работ. Нет, даже не треть, наверное, четверть уже осталось. В этой комнате практически там, 50%, думаю, наклеено. Собственно, здесь это все, думаю, до завтра должно высохнуть. Комната, получается, полностью заготовлена. И еще, конечно, Николай вот эти вот щели еще подмажет. Вот здесь подмажет. Вот эти все моменты. Эту комнату завтра будет делать полностью Елена, потому что она там умеет красить, хочет ее покрасить. Каждый должен вложить свой вклад. И Николай воюет с этой стенкой. Я не знаю, она прошла огонь и воду. Да, как будто здесь бомбило. Да. Ты видел, как сейчас смотрится стенка? Красиво. Да, какая была и какая сейчас. Была скучная. Теперь красивее. Давай тогда сейчас будем показывать результат, как у нас получился зал. Но перед этим надо закрыть камеру рукой. Давай. Ребята, я так понимаю, наверное, выкинули, либо убрали. У них здесь были коляски детские, а сейчас их нету. Потихонечку наводят красоту. Как раз они привезут еще мебель, то есть дополнительно вот с маминого дома будет больше мест для хранения. Там диванчик какой-то будет. Будет прям вообще красота. Можно сказать, первый этап он закончен. Николай здесь, получается, полностью все подготовил. Осталось ему подготовить потолок к завтрашнему дню в этой комнате и в этой комнате. То есть Андрейк, это человек, вот кто клеил обои, да, в зале, он тоже приедет завтра. Мы нашли его в интернете по объявлению, и вот человек нам тоже помог, взял там абсолютно адекватные деньги за работу. Эта комната у нас, получается, полностью готова. Смотришь, вообще не узнаешь то, что было раньше. Сейчас позовем девочек, они, конечно, частично видели, но по большей части остальное не видели. Ну, выходите. Обои красивые. Очень красивые. Помните, да, как еще утром здесь было? Да. Прям красиво Да. вообще. Еще утром окна были другого цвета. Ну как будто это в квартире заходишь в комнату, там так же. Мы хотим еще завтра пол тоже покрасить, чтобы он у вас был, освеженный. Ну, такой вот цвет, коричневый будут. Я тоже буду красивее. Тоже будешь, да, красить. А я уйду в школу, сделаю уйду в школу. Так хорошо. В обед приду и буду делать. Мы поехали, Кирилл. До свидания. До завтра. Вот.
С Лизой, ну, попозже еще, думаю, увидитесь обязательно, когда мы там соберемся ехать. Устали, наверное, сегодня. Сидели в комнате, потому что сейчас же все вещи, получается, с этой комнаты, с коридора, с кухни. Практически все у ребятишек в комнате, ну и там совсем сейчас им тесно. И, надеюсь, завтра мы все это закончим и уже оттуда все вытащите, разберете, разложите все аккуратно по местам. И пока не вытаскиваете? пока не закончу, пока не надо. Ну, единственное, что сейчас вам, чтобы спать, конечно, это все лишнее можете сюда вытащить. Как ваша комната теперь? Нравится? Без покрашенного пола, без вот его, если его не освежить, будет как будто не эффект незавершенного действия. Вот, и завтра, если мы его подготовим, также, ну, покрасить его, и будет прям точно будет прикольно. Вот этот провод, это он идет с детской комнаты, потому что детскую комнату мы будем делать в последнюю очередь. Пока что вот здесь расплет коробки, все запитано, а потом уже выйдет новый провод, здесь будет стоять новая распределительная коробка. В общем, уберется это еще. Николай, ну как вам комната преобразилась? Я в шоке. Да? Не, я просто устал сильно, но комната, ну, чем-то похожа на квартиру. Это лучше, чем было намного. Для Елены это было вообще круто, шикарно. Вот, дай бог, чтобы это все у нас к завтрашнему дню высохло. Да, она Чтобы высохнет, мы она здесь- горячая. Да, чтобы мы здесь завтра Поэтому. все это сделали. Все, девчонки, все сегодня большие молодцы. Каждый внес свой вклад. Давайте все пятюни. Кто-то красил, кто-то тут нам с плинтусами помогал. Елена, завтра ваш выход, завтра ваш день. Да? Мы тоже. Договорились? Николай, вы прям здесь самый-самый большой молодец. Больше всех стараетесь, это Ну, видно. я для них стараюсь. Да. но вообще- Вам большое спасибо. Я думаю, ребятишки это обязательно оценят. Ага. Завтра мы еще увидимся. Вот поэтому прощаемся на пару часов, можно сказать, буквально. Лиза сегодня успела подружиться с девчонками. Ну все, всем покеда. Давайте, до завтра. Пожалуйста. Время 9:30. В общем, пораньше у нас, как обычно, это не получилось закончить. Тебе большое спасибо, что Да, мне приехала, наоборот помогла. понравилось. Особенно девочки классные. Мгм. Если с ними пообщаться, то они откроются тебе. Ну, Да, прям да, классно да. с ними Ну, они разговаривать. закрытые, скромные, что все равно. Но я с ними поговорила, они прям потом мне приоткрылись. Прям Мгм. классные. Тебе как понравилось сегодня? Да. Хорошая семья, им просто нужно, ну, толчок какой-то дать в жизни. Я думаю, у них все прям хорошо будет. Я им советики дала, ну, типа, через что вот Мгм. я прошла, и то, что мне действительно пригодилось. Мгм. Они ко мне действительно прислушались. Знаешь, бывает такое, что советы даешь, человек как бы выслушает, а потом, ну, их не соблюдает, ну, хотя это его же решение. Мгм. А вот тут я поняла, что они это запомнили надолго. Ну, то есть Мгм. поймала такую связь. Друзья, если, может быть, хоть там в ближайшем будущем хотите увидеть еще ролик с Лизой, что мы сегодня там были в работе, особо, в общем, некогда было поговорить. Лизе с вами поделиться именно с всеми этими новостями. Мы, может быть, даже снимем какой-то выпуск отдельный, где Лиза поделится, что у нее происходило за год. Вот, если интересно, напишите комментарии, там, кто хочет увидеть Лизу, поставьте лайк этому видео, вот, обязательно. А мы с вами встречаемся в следующем дне.